Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, вы попали на канал Кигей, и в этом видео я постараюсь вам дать все, что вам нужно для определения рыночной картины и понимания логики движения цены. То, что я скажу в этом видео, подойдет абсолютно для любых финансовых инструментов и для любых активов, поскольку технический анализ и свечной анализ – это основа основ. Итак, давайте начнем. Смотрите, перед нами свечной график. И если я закрою часовой таймфрейм, закрою даты, закрою котировки и буду рандомно щелкать на любой из таймфреймов, то вы не сможете определить, какой именно это таймфрейм. То есть рынок — это фрактал. И опять же, все, что я скажу в этом видео, работает на абсолютно всех таймфреймах. Но есть определенные нюансы. Например, на более мелких таймфреймах больше шумов. Есть определенные таймфреймы, которыми рыночные участники больше интересуются. Об этом мы поговорим в этом видео. Итак, перед нами валютная пара доллар-швейцарский франк, часовой таймфрейм. Первым делом для начала анализа нам нужно определить тренд. Думаю, это сделать легко. Тренд у нас здесь направлен вверх. То есть цена движется вверх, потихонечку у нас повышаются наши минимумы, и цена движется на повышение. Хорошо, теперь валютная пара евро-доллар, также часовой таймфрейм. Здесь у нас уже тренд направлен вниз. То есть цена движется вниз, потихонечку наши максимумы понижаются, цена движется на понижение. Теперь мы перейдем с часового таймфрейма на дневной таймфрейм. И что мы здесь уже увидим? Здесь у нас тренд направлен на повышение. Хорошо, что-то непонятно. Давайте перейдем на более мелкий таймфрейм, допустим 5-минутный. Здесь у нас также тренд направлен на повышение. И получается какое-то противоречие. Какому же таймфрейму нам верить? Отвечаю на вопрос. Все таймфреймы взаимосвязаны, и важно анализировать общую картину рынка на всех таймфреймах. То есть нет каких-то определенных правил, какой таймфрейм вам нужно анализировать. Нужно анализировать абсолютно все, что вы видите, поскольку какая-либо малейшая деталь может дать вам какие-либо намеки на движение цены. Приведу пример отсутствия анализа общей картины рынка. Здесь у нас тренд направлен на понижение. То есть вы захотите зайти здесь вниз. Конечно, есть вероятность того, что тренд у нас продолжится и цена пойдет дальше на понижение. Но на дневном таймфрейме мы находим, опять же, тренд на повышение и уровень поддержки. То есть здесь уже можно рассматривать движение вверх. Если вы здесь откроете позицию вниз, ориентируясь только на часовой таймфрейм, то цена может немножко скорректироваться, пойти, конечно же, в вашу сторону, а потом тренд сменится. И позиция закроется в убыток. Сменится, естественно, краткосрочный тренд. То есть тренд у нас также делится. И делятся они относительно друг друга. То есть 5-минутный это у нас, к примеру, краткосрочный тренд. И часовой это будет долгосрочный тренд для 5-минутного. Тот же часовой таймфрейм это краткосрочный тренд для дневного. И дневной это у нас основа. Теперь насчет того, на какие таймфреймы обращают наибольшее влияние участники рынка. Это у нас, во-первых, часовой таймфрейм. И во-вторых, дневной таймфрейм. То есть это две основы. Допустим, если вы торгуете внутри дня, вам нужно обязательно анализировать часовой таймфрейм. Если вы заключаете позиции на более длительное время, на несколько дней, вам нужно обязательно анализировать дневной таймфрейм. Ну и конечно же, если вы долгосрочный инвестор, то не стоит забывать про недельные и месячные таймфреймы. То есть они тоже могут о многом сказать и дополнить общую рыночную картину. Хорошо, с трендом и таймфреймами мы определились. Теперь определимся с уровнями поддержки и сопротивления. Это второе, что вам нужно сделать после определения тренда. Определить уровни поддержки и сопротивления. Естественно, основные и ближайшие к цене. Итак, я думаю, все знают, что уровень поддержки находится снизу, а уровень сопротивления находится у нас сверху. Давайте сразу определимся с тем, как же чертить эти уровни. Определенного правила, естественно, также нет. Вы можете чертить уровни линий, например, вот так вот, и можете чертить уровни областью, например, вот так вот. В обоих случаях вы будете правы. Область, конечно же, дает большую информацию. Уровни — это скопление ордеров, трейдер не ставит свои ордера строго в одной котировке, поэтому цена не может отскакивать строго от одной котировки. Поэтому правильнее, конечно, будет чертить областями. Как же чертить области на свечном графике? Переходим плавно к свечному анализу. У свечи есть тело и тень. Тело — это вот такая вот толстая область, тень — это малюсенькая черточка. Сверху или снизу. Области поддержки и сопротивления строятся на основе скопления отскоков. То есть в одном месте должно быть много отскоков. И на основе тени и тела свечи. То есть первая линия у нас должна быть на тенях свечей, а вторая на телах свечей. Таким образом мы проводим область,
приблизительную. И вот что получаем. То есть сверху у нас максимумы, и снизу у нас основные отскоки, то есть большинство реакций от области сопротивления. Но опять же, не важно, как вы начертите уровень, важно не то, как вы его начертите, а само его наличие. Поскольку в любом случае вы не сможете точно определить, где именно отскочит цена. Итак, название области поддержки и сопротивления зависит от расположения цены. То есть, если цена у нас находится здесь, для цены это область поддержки. Если цена у нас находится здесь, для цены это область сопротивления. Теперь цена пробила область сопротивления, и теперь для цены это область поддержки. Что сверху, что снизу, цена будет одинаково реагировать на эту область. Теперь опять же затронем тему трендов, немножко забыл я сказать о консолидации. А консолидация, коридор, это когда цена стоит на одном месте в пределах одного диапазона. Вот у нас консолидация. То есть цена двигалась в коридоре от уровня к уровню. Когда цена совершает трендовое движение, она потом переходит в консолидацию. И после консолидации опять же происходит у нас тренд. И вот так и происходит рыночное движение. Цена движется вверх, консолидация, вверх, коррекция, вверх, консолидация, вниз, консолидация и так далее. То есть вам нужно также уметь определять, в какой фазе находится рынок. В трендовой или в консолидации. Но опять же не все так просто. Смотрите, в этой консолидации опять же есть свои тренды. То есть рынок вроде бы стоит на месте, но вот у нас тренд на повышение, вот у нас тренд на понижение. Если мы откроем более мелкие таймфреймы. И теперь я перейду на часовой таймфрейм и найду эту консолидацию. Вот она. Смотрите, та же самая консолидация, то есть цена стоит на месте, но при этом в этой консолидации на более мелких таймфреймах есть свои трендовые движения. Вот, пожалуйста, у нас тренд, консолидация, тренд, консолидация, тренд, консолидация, тренд и так далее. Я думаю, теперь вы понимаете, почему стоит смотреть общую картину рынка, чтобы учитывать все нюансы. Итак, теперь мы переходим к свечам и к свечному анализу. Свечи — это самое-самое информативное, что есть на рынке. И вы знаете, да, что есть свечные паттерны, очень-очень огромное множество свечных паттернов, но их всех знать не обязательно. Даже их в принципе не обязательно знать, а главное понимать логику образования этих паттернов и логику движения цены. К примеру, опять же, правило запоминаем: все свечи смотрятся относительно размеров других свечей на графике. То есть, вот у нас свечи на понижение, вы видите, что они маленькие по сравнению с остальными. То есть, вот остальные свечи. И эти свечи относительно вот этих вот свечей будут по размеру маленькие. Тем самым мы смотрим все свечи относительно друг друга на графике. Итак, небольшие свечи с небольшими тенями говорят о неуверенном движении на рынке, об ослаблении медведей или быков. То есть здесь мы видим импульс вниз, потом сила медведей постепенно начинает угасать, образуются небольшие неуверенные свечи на понижение, которые об этом свидетельствуют, и постепенно график перешел в консолидацию, в которой уже начали преобладать покупатели. Почему в этой консолидации начали преобладать покупатели? Давайте я выделю ее. Вот выделяю. Сравнивайте теперь в этом диапазоне свечи друг с другом. Мы видим, что зеленых свечей гораздо больше, чем красных. И зеленые свечи сами по себе по размеру гораздо больше, чем красные. Тем самым мы можем предположить, что в этом диапазоне преобладают покупатели. Вот она логика паттернов. Паттерны передают настроение участников рынка. Теперь мы с вами все комбинируем. У нас есть рыночные фазы, то есть идет импульсное движение, потом затухание, консолидация и продолжение движения в какую-либо из сторон. И вот то же самое происходит у нас здесь. Мы видим импульсное движение, потом определенное затухание, все это видно по свечам. И далее рынок уже начинает потихонечку стоять на месте и определяться. После чего происходит импульс вверх и дальнейшее движение вверх уже по тренду. Итак, с помощью свечей мы можем определить настроение участников рынка в диапазоне, чтобы определить, куда цена вероятнее всего пойдет после диапазона. Далее, опять же, основные паттерны рассматриваются на завершении рыночных фаз. То есть идет у нас тренд на повышение. И здесь мы смотрим какие-либо свечные паттерны на завершение рыночной фазы, когда цена уже начинает угасать. То есть давайте я приведу пример. Идет тренд на повышение, потихонечку свечи начинают угасать, становиться все меньше и меньше. Все меньше и меньше. Здесь образуется, например, доджи, неопределенная свеча. И после этого мы видим свечу на понижение, и это будет у нас явный сигнал на движение вниз. Свечные паттерны разворота могут указывать как на изменение тренда, так и на консолидацию. Если вы хотите повысить вероятность того, что сигнал даст именно
больше вероятности смены тренда, нежели консолидации, то нужно смотреть, опять же, общую картину рынка и смотреть условия образования паттерна. То есть, допустим, это у нас был краткосрочный тренд на повышение, при этом долгосрочный тренд направлен у нас вниз. И здесь также находится хорошая область сопротивления. В таком случае этот сигнал даст больше вероятности на разворот, нежели на консолидацию. Паттерны могут быть односвечными, двухсвечными, трехсвечными и многосвечными. К примеру, фигуры технического анализа. Допустим, здесь у нас есть просто идеальная фигура, которую я отрабатывал на Форекс. Это фигура голова и плечи. Видим плечо, видим голову, видим второе плечо. Вот линия шеи. Линия шеи у нас пробилась, смотрите. То есть, опять же, совмещаем все наши знания, которые мы изучили. Видим трендовое движение, опять же, рыночная фаза, трендовая, консолидация. Потом выход из диапазона и пробитие уровня сопротивления. Уровень сопротивления стал уровнем поддержки. Цена вернулась и отскочила уже от зеркального уровня и пошла дальше вверх. Постепенно логика анализа у нас начинает собираться. Есть множество фигур технического анализа, такие как треугольник, бычий флаг, бычий клин, медвежий флаг и так далее. Например, вот фигура технического анализа. Мы видим, да, диапазон движения цены, и диапазон у нас сужается. И естественно, когда диапазон сужается, то всегда происходит пробитие в какую-либо сторону. И в конце диапазона, когда он максимально сузился, можно ждать пробития либо вверх, либо вниз. И все это смотрится на основе общей картины рынка, о которой мы уже говорили. То есть важно смотреть тренд, важно смотреть уровни, важно смотреть свечные паттерны. И опять же, свечные паттерны смотрятся на всех таймфреймах, но лучше всего они себя отрабатывают, начиная с часового. Давайте я постараюсь привести пример того, что мы сейчас с вами изучили. Смотрите, к примеру, возьмем ситуацию. Идет у нас тренд на понижение. Идет тренд на понижение. При этом внутри тренда есть свои тренды. Например, вот тренд на понижение, небольшая консолидация, тренд на понижение. Здесь была у нас опять же консолидация и пробитие уровня поддержки, который находится у нас в данном месте. Нарисую область поддержки в этой консолидации. Далее цена его пробила, при этом произошло сильное импульсное движение вниз. Потом цена у нас возвращается, опять же таким достаточно сильным трендом на повышение. Итак, мы смотрим всю картину рынка. Общий тренд у нас направлен вниз. Здесь присутствует уровень поддержки, который стал для цены уровнем сопротивления, то есть зеркальный уровень. И здесь можно рассматривать движение вниз. При этом на данном месте, допустим, на часовом таймфрейме образуется фигура технического анализа двойная вершина. Давайте я это нарисую отдельно. То есть стрелочкой обозначу. Идет у нас тренд вверх. Образуется у нас первый максимум в виде вот такой вот свечи с большой тенью сверху, что указывает на возможное понижение. После чего цена пошла вниз. Здесь наткнулась на локальную область поддержки, отскочила и пошла дальше вверх. Здесь теперь у нас образуется паттерн поглощения. То есть это у нас зеленая свеча, это красная свеча. Красная свеча поглощает собой зеленую свечу. Тем самым мы можем предположить, что сил больше у медведей. Цена пошла у нас вниз, пробила фигуру технического анализа двойная вершина. Далее вернулась к пробитому уровню, совершила ретест и пошла дальше вниз. Уже по тренду. Не знаю, сложно ли это выглядит или легко, но тем не менее здесь присутствуют общие принципы, которые просто совмещены вместе. И все эти общие принципы я вам сказал. Это у нас тренд, уровни поддержки сопротивления, общая картина рынка, паттерны, логика образования свечных паттернов, рыночные фазы и так далее. Здесь нет ничего сверхъестественного, это просто общие принципы, которые нужно между собой совмещать и комбинировать. Вот и все. Друзья, у меня также есть плейлист обучения трейдингу, в котором есть множество полезной информации, подобные по свечным формациям, по логике движения цены и так далее. Если хотите немного увеличить свои знания в подобном формате, то прошу в плейлист обучения трейдингу. Также у меня есть плейлист торговли в режиме реального времени, ссылочки будут в описании. То есть я применяю все эти знания, все эти принципы на практике. Друзья, обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным. Пишите в комментариях ваше мнение, вашу поддержку, какую-то вашу обратную связь. Меня это очень сильно мотивирует. Также задавайте вопросы, я постараюсь всем отвечать. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылочки будут в описании. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.